Всем привет! Сегодня мы вам покажем два абсолютно разных пляжа на острове Панган. Один для тусовщиков, а второй для просветленных. А сейчас мы едем на первый пляж Ха-Дрин. Смотрите, ехали в сторону Ха-Дрина и, скорее всего, что-то осыпалось с горы. Сейчас убирают, и мы все ждем. У нас уже большая колонна ждущих, но мы не отчаиваемся. Мы доехали до пляжа Ха-Дрин. Мы ехали с Чалаклама, доехали где-то минут за 30. Неожиданно были пробки на нашем пути. И путешествие, конечно, не из самых легких, особенно когда подъезжаешь уже к Ха-Дрину, где-то оставшиеся там буквально 5 километров. Это сплошной серпантин. Я не помню, как мы на клике поднимались наверх вдвоем. Это было, конечно, что-то с чем-то. Но на PCX было, конечно, намного легче, но тем не менее все равно прям резкий такой подъем. Путешествие не из самых таких легких. Я это говорю к тому, что вам на будущее, если вы соберетесь ехать, и у вас еще уровень подготовки на байке не самый высокий, а сюда ехать не самая легкая дорога, и имейте это в виду. Сложновато еще потому, что дорога не всегда двухполосная, иногда такое ощущение, что две машины не разъедутся. Поэтому нужно на всех поворотах прижиматься максимально слева. Как видите, тут атрибутика практически вся это Full Moon Party, потому что именно на этом пляже проходит то самое событие, о котором знает весь Таиланд и все те люди, которые приезжают сюда для того, чтобы потусить и как следует отдохнуть. Это именно Full Moon Party. Мы идем на тот пляж, где проходит это самое событие. Да, вот такие вот ведерки продаются там с водкой. Для любителей выпить это пиршество. Байков просто нереальное количество. Там и там вот слева, справа все было запарковано. И смотрите, елки из шлепок. Маша говорит, это бутылка. На самом деле эта бутылка, видите, там крышечка даже наверху видна. И все эти тапочки, они остались после вот этих вечеринок Full Moon Party. Смотрите, как тут симпатично. Тут слева такая кафешка, ресторанчик. И красивая надпись «Я люблю Панган». Вот мы и на Ха-Дрин. Мы тут с Машей были ровно 5 лет назад. Купались вон там слева. Отличительная особенность этого пляжа от других пляжей Пангана, то, что тут практически всегда есть вот эти вот волны. С ними ничего не поделать, они тут всегда. Нас просили показать пляж именно Ха-Дрин, потому что многие тут отдыхали в разные годы. И ходили слухи, что тут прям в очень плачевном состоянии этот пляж находится. Но, честно говоря, я не вижу никакого плачевного состояния. Вот этой надписи, кстати, не было 5 лет назад. Посмотрите, сколько людей тут. Я прям очень сильно удивлен. Я думал, тут вообще практически никого не будет. Сейчас мы еще немножечко походим, посмотрим, как там отельчики сохранились или нет. Потому что помню, их тут было огромное количество на первой береговой линии.
Этот пляж считается максимально таким тусовочным. Сюда приезжает компания молодых людей, возраст 20-25 лет, чтобы именно потусить. Особенно если приближается Full Moon Party, и там осталась неделя, то идеальное место именно сюда. А те люди, которые немного уже просветленные, которые уже занимаются каким-то саморазвитием, медитацией, познанием себя, это, скорее всего, уже пляжи дзен, потому что там уже абсолютно другие вечеринки, как правило, они без алкоголя, барабанами и асанами на фоне заката. И насколько Панган разный. На самом деле я могу сказать, что все-таки пляж здесь немножко обмельчал в плане людей, потому что в обычное нековидное время это самый популярный пляж у молодежи, и здесь он весь абсолютно уложен полотенчиками, где люди загорают, купаются и так далее. То есть такого, что здесь достаточно мало людей на пляже, в принципе, я никогда не видела, потому что я здесь была и 7 лет назад, и 5 лет назад, и здесь прям было очень много людей. Сейчас здесь немного людей по сравнению с теми временами, но, конечно же, по сравнению с другими пляжами здесь людей намного больше. Еще могу сказать, что вода здесь стала немного почище, чем она была раньше. Она такая, кажется, более прозрачная, более бирюзовая. Справа бунгало такие небольшие, все функционируют, вон там тусовка идет полным ходом. Тут ресторанчик, где поднимаешься наверх. Мы вроде бы там с Машей сидели, мы не можем вспомнить, но она говорит, что да. Мы сейчас подниматься уже не будем, у нас не так много времени. Такое ощущение, что тут отлив метров 100, наверное. Потому что вот прям белый песочек, который не тронутый водой, он вот тут вот. А все остальное, ну, такое спрессованное водой. И когда мы первый раз приезжали с Машей 5 лет назад, вот я помню, что именно пляж там был очень маленький. И вот то, что я сегодня увидел, прям удивительно. Такой большой пляж, думаю, точно Хадрин. А оказывается, просто большая отмель. Такое ощущение, тут все самые спортивные люди собрались Таиланда. Сейчас мы идем уже на правую сторону. Слева пока что все отлично, посмотрим, что справа. Сейчас ужасная жара, 34 градуса, и по ощущениям просто очень тяжко. Нужна срочно тень. Вот этот отельчик функционирует. Тут тоже много загорающих, отдыхающих. По правую сторону очень много лодок. Ну, вот практически весь пляж прошли. С нами идет вот песик. Более-менее чисто, если честно. Вот прям бутылок и водорослей я не видел, поэтому в этом плане чисто. А вот тут то самое место, где можно арендовать лодку и потом отсюда на ней куда-нибудь поехать. Вот те самые коктейльчики, которые так славятся Хадрин. Смешиваешь каким-нибудь напитком и потом это все употребляешь. How much? What you want to see? What you want? This and this. For this 350 baht. 350 baht. And this? But 500 baht, 500 baht, 500 baht, 400, 400, 400, 400. Окей. Thank you. Только что посмотрели вот те самые ведерки, про которые мы говорили. Цена 300 бат, 350 бат, 400 бат. Все зависит от алкоголя. Если там виски чуть получше, то стоит дороже. Даже было что-то 100 бат, но я не понял, что там было из алкоголя, если честно. Мы дошли вот до самого края справа, и видите, тут вот drop-in бар, коктейль-бар. Он уже не функционирует. И Little Paradise Cake Bar тоже не функционирует. Наверное, до сюда никто не доходит, может быть, поэтому. А вот, видите, Full Moon Party, Paradise Bungalows. Тут вечеринка идет, там какие-то крики, тут вовсю празднуют. Там на втором этаже такие места неплохие. Ну все, мы дошли до конца. Там очень красиво, какой-то камень такой. Симпатичный отель. И вроде как он функционирует даже. А тут уже, видите, такая коса из камней.
тут особо не покупаешься. При таких вот красивейших отелях очень часто есть различные ресторанчики, где вы можете спокойно поесть, поэтому есть смысл туда подняться, посмотреть, что там есть. Также, если там есть бассейн, то купив там, допустим, какой-то коктейль за минимальную стоимость, вы можете спокойно там искупаться с таким шикарнейшим видом. А по моим впечатлениям, то, что я вот сегодня увидел, на самом деле пляж Хадрин функционирует. Буквально какие-то несколько там барчиков, которые закрыты. Но непонятно, почему они закрыты, потому что уже то количество людей, которые есть на данный момент, оно близко к доковидному. А так пляж чистый, людей много, люди купаются, люди загорают. В принципе, все кипит в полной мере. Дорога на Хадрин с такими высокими горочками, и когда впервые 7 лет назад я сюда приехала, для меня это был шок, потому что я взяла байк, и я решила, что если я буду ехать прямо по дороге, то я объеду весь остров, но я не знала, что здесь такие невероятные горочки, поэтому в какой-то момент я просто-напросто, заехав на одну очередную высокую горочку, поняла, что мне страшно ехать вперед и мне страшно ехать назад. И как раз-таки в этот момент у меня байк немножко наклонился, и я вот эту вот подножку поставила не очень хорошо, и получилось, как будто у меня байк упал. И все, кто проезжал, думали, что упал или еще что-то, поэтому каждый проезжий спрашивал, типа, нужна ли мне помощь и так далее. Мне просто надо было поднять байк и набраться смелости, чтобы доехать дальше, либо хотя бы обратно. В итоге меня подвезли обратно, а байк я забрала на следующее утро со своими знакомыми, которые здесь живут уже 7 лет. Именно поэтому на Хадрин за рулем был я. Мы уже подъехали практически к пляжу Зен. Видите, тут огромное количество байков паркуется, потому что, как всегда, к закату тут аншлаг.
Как видите, нужно все-таки с маской заходить, но без байка. Подход к пляжу чем-то похож на подход к пляжу Малибу. Тоже такая дорожка песчаная, тоже такие пальмочки. Но отличие этого пляжа от пляжа Малибу, что тут можно увидеть закат. И вам, конечно же, покажем. Как я вам и говорил, тут очень часто на закате можно встретить людей, которые занимаются йогой. Маша, ты пойдешь показывать свою йогу? Не сегодня. Не сегодня? Ну, в принципе, основную тусовку мы уже прошли. Сейчас чуть-чуть еще пройдем туда, дальше покажем. А вон массажный салончик есть. Кстати, с этой стороны, как видите, волн нету. А мы вот были на той части, там были большие волны. Если вы любители йоги, то Шритану и пляж Дзен — это вот то, что вам нужно. Я на йогу ходил 10 лет назад, 1,5 года. Был такой у меня этап в жизни. Когда ходил на йогу, у меня ни спина болела, ни суставы, ничего. Было так здорово. Но были и побочные действия. Мы что-то с Машей так сильно разогнались, а там оказался нудистский пляж. Честно говоря, мы даже не знали, что существует нудистский пляж именно на Дзене, но сейчас узнали. Маш, как тебе нудистский пляж? Неожиданно. Мои глаза были не готовы к такому. Я, если честно, не особо люблю этот пляж. Все от него очень сильно кайфуют, все его очень сильно любят, собираются здесь. И мне кажется, что здесь ты будешь смотреть закат, что ты отойдешь там буквально за 10 метров, может быть, даже 100 метров. Там будет абсолютно такой же красивый закат, но все почему-то именно вот здесь вот собираются. Я понимаю, почему именно тут. Это просто все по интересам собираются, кучкуются, это нормально, вполне. Но вот именно тут самое большое количество людей на Пангане, которые встречают закат. Сейчас вам покажу, просто увидите, насколько много людей. Вот сейчас 6 часов, и буквально еще вот за последние там 10 минут пришло больше половины пляжа. Видите уже, как много людей, уже даже некуда вставать людям. Точнее, некуда уже садиться. Все стоят. Совсем скоро будет закат. Очень надеемся, что закат нас не подведет, и он будет просто красивый.
Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!